йога не для всех, надо быть гибким, кто-то думает. Вот чтобы прийти заниматься йогой, ну надо же быть гибким. Поэтому мы вообще очень не любим, когда у клиента остаются неотложные занятия. 10 лет назад мы начинали, мы без кассы работали. Это было законно. Что расскажу? Возвращаясь к деньгам. Да, Я не да, ухожу от да. вопроса. Я вообще как-то слабо верю, да, вот в такой бизнес, когда говорят, что вот франшиза, ты купил франшизу, и все само будет работать. Нет. Я раньше думала, что не бывает женского бизнеса, что бизнес, он и есть бизнес. Какая разница, что мы же все тоже все можем. Ну, поплакать, да, вот эта вот история, Да. она, ну, давай признаемся, ну, вот есть она. Да, конечно. Поплакать святое дело вообще. Тут, кстати, очень классный всегда такой вот, знаешь, баланс, да, между тем, что это бизнес-деньги, и между тем, что это любимое дело. Ну, Что за например, факап был какой-нибудь в самом начале? ну, признаюсь, ладно. Ну, например... Ну, уже 10 лет прошло, уже никто, как говорится, да, не вспомнит. Привет! Это эксклюзивное интервью для бизнес-портала Бибос. Меня зовут Яна Сложеникина, я ведущая подкаста «Я у мамы франчайзи» и автор книги «Сеть возможностей. Как франчайзинг меняет Россию», которую я пишу вместе с настоящими предпринимателями. Книга выйдет буквально осенью 2026 года. Ну а пока для портала Бибос мы записываем подкаст с одним из соавтором книги Еленой Танайловой, основателем франшизы Йоги Рум. И сегодня разложим по косточкам франшизу и узнаем, что, как внутри устроено. Лен, ты готова? Конечно, привет. Привет, Лен, давай с тобой разбираться для начала, как вообще ты пришла в йогу, а из йоги выпорхнула в настоящий большой бизнес, более 30 точек сейчас. Это совершенно крупно, мне кажется, для студии йоги. Да, спасибо. Я в йогу пришла очень давно, и, честно говоря, уже не помню, когда меня спрашивают, сколько я практикую, я вот уже не помню количество лет. Когда-то это начиналось с какой-то простой практики в фитнес-клубе, практика Mind and Body, где мы дышали, делали какие-то упражнения, что-то было похожее на йогу. И вот после этого я уже пришла в йога-студию, в Петербурге это было, я сама родом из Санкт-Петербурга, и я почувствовала эффект для себя лично в тот момент. Именно вот физически, не как бы исключительно по душе. Да, эффект от практики, то есть то, что я до сих пор продолжаю чувствовать, когда занимаюсь йогой, и эффект для тела, и эффект для состояния моего психологического, то, как меня эта практика балансировала. И я действительно увлеклась йогой. На самом деле, те люди, которые вот приходят в йогу рано или поздно, такое ощущение, что все туда попадают, они, да, так начинают активно очень практиковать, и проходят разные периоды. За эти годы я, конечно, тоже очень много разных периодов прошла в йоге. И у меня был активный период, когда я ходила каждый день. Мне хотелось развиваться, мне хотелось углубляться и в асанах физически, и хотелось больше знать про это. Поэтому йога стала частью моей жизни в какой-то момент, и уже 10 лет назад, да, в этом году будет 10 лет, когда я задумалась, практически сразу перешла к реализации идеи о том, чтобы открыть свою студию. Что это за такой день был? Я прям помню, да, этот день. Надо сказать, что, конечно, я как-то с детства думала о том, что я хочу что-то свое, какой-то бизнес. Не в том смысле, что вот я открою свой бизнес. У меня всегда были какие-то идеи, что-то надо сделать. Еще в школе хотела проводить экскурсии там, для иностранцев в Санкт-Петербурге, потом у меня еще была идея магазинов каких-то. То есть это все всегда крутилось в голове. Но ничто пока не реализовывалось. Были попытки, да. Я работала до того момента, как я решила открыть студию йоги, я работала в небольшой компании, потом в среднем бизнесе, и это были услуги, и я уже понимала, как устроен бизнес, как устроена сфера оказания услуг. А момент, когда я задумала открыть свою студию йоги, случился на тот период жизни, когда я работала в достаточно большой компании, фармацевтической компании. Это такая корпоративная культура, это там, серьезные встречи, вот серьезный бизнес, и я понимала, что я не на своем, наверное, месте, хотя работа была безумно интересная, классная российская компания, но мне хотелось чего-то другого. Каждый день я ходила на йогу, и я поехала в Сочи, в горы. После этого, кстати, мы очень много йога-туров туда сделали. И я прилетела, прекрасная погода, горы, атмосфера. Я вышла на террасу, и я первый раз встала в такую позу в йоге, называется ширшасана, когда ты встаешь на голову. Ого. Вот я прям сама хотела, смотрела видео, там тренировалась, и у меня это получилось. И как-то меня видимо,
торкнуло, как говорится, со всех сторон. Офигеть. Я подумала, я в этот период, в летний, переезжала как раз в свою квартиру, в новый дом, в новый ЖК. И я подумала, ну вот я перееду, а куда я буду ходить на йогу? И это очень, на самом деле, такая... Все с ног на голову, в прямом смысле этого слова. Ну да, такая идея очевидная. То есть мне хотелось, чтобы рядом с домом была студия, в которую мне хочется ходить. И меня эта идея настолько зарядила, видимо, я была и в таком хорошем состоянии, и психологическом, и физическом, что я решила еще, вот, работая в компании по найму, все, я беру отпуск и открываю свою студию йоги в том Вот доме, так. где я живу. То есть Да? ты предполагала, что ты и останешься в найме, и откроешь свою студию, просто чтобы и тебе было куда ходить? Ну, я скажу так, что вот у меня открытие моей первой студии не было полностью продумано. Да? То есть я не сидела и я не думала, а как будет потом, а как я вот буду совмещать. Я вообще не думала. Я просто вернулась в Петербург, и я сразу начала искать помещение. И, наверное, это хорошо. То есть я понимаю сейчас, что, конечно, надо просчитать обязательно. Да? То есть сейчас я уже вообще на другом уровне, да, принятия решений, но тогда это было то, что мне было нужно. Потому что если бы я села, подумала, я бы, наверное, испугалась. У меня не было опыта, я никогда не делала ремонт. После этого Ты одна вписалась. или кто-то тебя поддержал на этом пути? Поддержка была, на самом деле, да, мои близкие, и это очень важно, мне кажется. И сейчас тоже, когда мы общаемся с партнерами во франшизе, поддержка — это, наверное, ключевое. Да, была. То есть мне никто не сказал, что «Ой, ты что? Иди Да работай». куда ты идешь?» Да. Хотя, конечно, у близких были такие мысли, потому что когда ты работаешь на хорошей работе, у тебя есть там ДМС, у тебя зарплата, у тебя карьера в перспективе, И ты все просто в стабильно. бездну. Да, и все стабильно, и тут вдруг ты говоришь, я, пожалуй, открою студию йоги. Сейчас кучу денег потрачу и буду делать А ремонт. сколько, кстати, денег? Где ты взяла первые деньги? Очень тоже смутно помню, но у меня не было сбережений, вот так. И я даже, когда начала Конечно, делать ты же ремонт... квартиру только купила. Вряд ли еще осталось. Да. В ипотеку, да. Я когда начала делать ремонт, я даже тогда и смету не просчитывала. Я так думаю, ну вот здесь вот так вот, ну получится, Тут найду стенку денежку. покрашу. Да. Поэтому это были кредитные деньги, ну то есть какая-то зарплата, там что-то, может, и было, но это вот был такой сбор. Но на самом деле я была в долгах, когда, да, открыла свою первую студию. Потом, конечно, я расплатилась. Сколько это примерно денег было? Ну, я понимаю, что это 10 лет назад, да. Но все равно так пощупать примерно. Вообще не помню, но мне кажется, это было вот до там 500 до 800 тысяч, что-то такое. А что-то ты такое сделала, умное на старте, проанализировала, что еще в ЖК открыто, я не знаю, подумала, где ты возьмешь преподавателей. Бог с ним, что надо ремонт сделать. Для меня это тоже как-то не выглядит самым страшным, и денег найти. Для меня выглядит страшным, что когда ты открыла дверь, там есть ремонт, нужны клиенты и сотрудники. Не анализировала, вот прям по той схеме, по которой сейчас мы это делаем. Я смотрела, конечно, какие студии есть в районе, я ходила. И, кстати, преподаватели как раз-таки я присматривала вот в тех студиях, куда я ходила. И некоторых преподавателей я просто подошла, говорю, я открываю свою студию, придешь ко мне? Да. Я ходила на занятия и вот так вот их приглашала. А с точки зрения именно клиентской, мне здесь было менее страшно, потому что, как я сказала, до этого у меня был опыт работы. Я работала в Центре иностранных языков. Это курсы, это люди, которых привлекаешь. И я примерно понимала, как это работает. Надо было сделать день открытых дверей, надо было везде какие-то объявления. Все как бы старо как мир, как говорится. Просто переложила маркетинговый этот опыт на свой. Да. У меня была карта, то есть не было такого, что я вообще не знаю, как это сделать. Но, конечно, я очень много не предусмотрела, естественно. Например? Ну, что за факап был какой-нибудь в самом начале? Ну, признаюсь, ладно. Ну, например... Ну, уже 10 лет прошло, уже никто, как говорится, да, не вспомнит. Ну, я открыла студию йоги, ко мне пришли первые клиенты, у меня не было CRM. Ну, это не самое страшное, что ты прям, это как будто бы, мне кажется, до сих пор существует огромное количество бизнесов, которые в амбарную книгу вписывают 100%. Да, но я осознала, я вот через неделю, когда у меня уже по продаже проблема в том, что ты как бы их телефонов не знаешь, то есть ты их не можешь оцифровать дальше, да? Да, может, они у меня как-то и были, я вот смутно помню, но я помню, что я просто через несколько дней я поняла,
Я ничего не понимаю, что происходит, как записываться, как что. То есть я, ну вот через неделю я помню, что я прям так вот села и выбрала CRM-ку. Причем я сначала одну попробовала, а потом перешла на другую. Да, но я вот не подумала об этом, когда открывала свою первую студию. У меня было там, вот ты так отозвалась про ремонт, так немножко, ну ладно, ремонт. Но ремонт это вот в начале бизнеса, это то, что съедает очень много энергии, особенно если у тебя нет опыта в ремонте. И, кстати, это то, что плоды, которые ты потом пожинаешь, если сделаешь что-то неправильно. 100%. И вот сейчас, после там, кучи ремонтов, которые были у меня, там, у моих партнеров, и то я понимаю, что какие-то могут быть косяки, да, которые я там не учту, но я уже чувствую себя как-то уверенно и профессионально. А на тот момент я вообще ничего не знала, что такое гипсокартонная стена, или как там, не знаю, щиток поставить, или почему фановую трубу нельзя так, или ее надо под углом под каким-то ставить, чтобы она там работала хорошо. И, конечно, да, это ну, такие моменты, которые у меня, наверное, больше всего на этапе открытия съели нервов. Я плакала в первый день, когда я открылась. Я плакала, да, я понимаю всех своих партнеров, которые тоже иногда плачут. Но у меня был накопленный стресс, потому что в день открытия, это же был новый дом, и у меня еще в этом помещении не было электричества, по-моему, что-то такое. Оно было, его мне провели, но оно как-то было неправильно проведено. И у меня идет йога, и мне отключают свет. То есть у меня нет электричества. Ну, хорошо, что йогу можно проводить вообще. Как будто, да, тоже не самое страшное, да? Да, это был сентябрь, то есть это было не холодно, там, ну и как-то и днем светло, но мне отключили электричество, и у меня был ну, настолько большой стресс вот этот накопившийся, что я просто расплакалась, я уже не знала, что делать, потому что у меня люди, у меня отключили свет. Естественно, рабочие ушли, между прочим, в 6 утра в день открытия. Ну, понятно, что ремонт никогда вовремя не заканчивается, поэтому, когда я пришла в студию, вот как мне уже надо тут готовиться, они только убирались оттуда. А после ремонта это же, ну, ты понимаешь, что после ремонта творится. Да. Вот, то есть пол там 10 раз помыть, и он все равно пыльный. Да. Люди приходят, ты, в общем, стоишь, поэтому, да. Но, конечно, это такой накал эмоций, да, который сейчас мне не хочется переживать там постоянно, но это то, что должно было быть для того, чтобы получить этот опыт и понимание, вот, а как на самом деле надо открываться, вот, что надо делать. Ну, то есть это нормально. Сколько еще ты открыла студий, прежде чем поняла, как все-таки вот, что это какой-то чек-лист или, не знаю, то есть вот этот вот список проблем, которые в моменте возникают. Понятно, что все как-то учесть невозможно, но глобально вот какие-то вещи. Сколько еще шишек пришлось? Ну вот у нас сейчас 34 студии в сети, и я принимала участие в открытии каждой, и до сих пор, да, я всегда приезжаю на открытие, там буквально, может быть, на открытии одной студии я не была, ну потому что была там в йога-туре или где-то, а так я всегда приезжаю и участвую в процессе. Я, кстати, нашим партнерам всегда говорю, что, слушай, ну сюрпризы, скорее всего, будет. Вот будут. Мне даже, честно говоря, это нравится. А какой сюрприз нас ждет на этом открытии? Как будто я уже все учла, да? Да, да. Ну, какие-то сюрпризы постоянно происходят. Вот я помню, на открытии одной из первых студий у нас не вышел преподаватель на открытые уроки. Просто не пришел? Ну, да. Вау. Там была какая-то причина, возможно, нестыковка, именно не договорились, кто друг друга не понял. Вот это, кстати, урок, который надо вынести и тоже учесть, все договоренности письменно, перепроверка, переподтверждение. Это то, что у нас сейчас есть в чек-листах. То есть перед открытием мы всегда всем пишем, перепроверяем, куда прийти, там куча сообщений, чтобы нигде ничего не потерялось, потому что, конечно, такие организационные моменты, которые требуют вот собраться и сделать. Люди не запомнят, люди не вспомнят, надо просто это предусмотреть. Вот, да, я преподаватель не пришла на открытие студии, я там была, а я, когда открывала свою первую студию, пошла учиться на курсы преподавателей одновременно. То есть я решила прям бахнуть. Ты прям вообще с места в карьер. Да, я еще ходила, я взяла отпуск, я ходила, обучалась преподаванию. Предыстория такая, что когда я решила открыть свою студию, я решила обучиться на преподавателя не с целью преподавать. У меня на самом деле не было такого прям глубокого желания стать преподавателем, а с целью понять вообще суть этого процесса для того, чтобы мне было проще общаться с преподавателями, нанимать преподавателей, понимать их там уровень квалификации. И, ну, конечно, училась я очень плохо, потому что я делала одновременно ремонт. На экзамен я вообще не пришла, потому что, ну, сертификат мне был не нужен. Но все равно вот те знания, которые я получила, они мне, в общем-то, ну, позволили как бы представить, что я могу провести занятия.
И ты вышла? Да. Ну, я до этого, в такую ситуацию, я до этого попадала, естественно, в своей студии. То есть у меня уже студия до этого была в обычном рабочем режиме, не на открытии, когда преподаватель не пришел, у меня есть группа, я стою за стойкой администратора, и я такая понимаю, ну, либо я должна сейчас сказать всем «до свидания», извините, либо лосинки и сказать «я ваш сегодня преподаватель». Вот, то есть я уже этот стресс прошла на своей студии, пару раз я вела занятия, уже у нас были йога-выезды тоже, когда преподаватель либо заболел, либо не долетел. То есть у меня был опыт уже ведения занятий, я, конечно, там не чувствую себя и не чувствовала суперпреподавателем, но я понимала методику проведения и вот не боялась. Поэтому, да, у партнера, когда не приехал преподаватель, я сказала... Я представляю, что как партнер был горд и восхищен твоей решительностью такой. Ну, меня бы это очень восхитило. Да, кстати, ну, Наташа, да, она потом это вспоминала как-то. Причем у меня не было формы, мне кто-то там дал свои лосины, я одела. Да, Ты надеялась, что не пригодится, да? Не берешь с собой лосины, на всякий случай. Ну, я как-то, да, даже, вот я говорю, это не предвидеть. Сейчас-то мы уже понимаем, что надо быть ко всему готовыми. Точно. Ну, бывают и форс-мажоры, и вообще, да, там я пошла. Но для меня, честно говоря, вот такой поступок, такое решение, мне это проще, чем признать, что вот мы что-то не смогли сделать, ну, то есть мы уже людей пригласили, они пришли сюда, Конечно. не первый раз на практику пришли. То есть и выходить и говорить, если я хотя бы чуть-чуть что-то могу сделать, да, вот я лучше это сделаю, я лучше выйду, проведу, я там постараюсь. Ты борец, и до последнего все шансы нужно... Ну, наверное, я не чувствую себя я думаю так. Ну, мне кажется, что действительно многие на таком этапе сдаются и говорят, ну, пожалуй, все, да, там, на сегодня все отменяется, извините. А есть люди, которые до последнего ищут выход и находят его, как правило, потому что мне кажется, что... Ну, я из тех оптимистов, которые считают, что выход есть всегда и хоть в каком-то виде. Ну, а вот бывает, конечно, сложная ситуация, как, например, вот открылись, и все хорошо работает, а место не то. Вот, да, в этом смысле, наверное, иногда приходится все-таки говорить «нет», да, не получилось, и менять локацию, да, или закрываться. Такое случалось? Никогда? Никогда. Всегда правильная локация была выбрана? Какие вот точки вы для себя ставите при подборе? Конечно. То есть то, что ты говоришь, мне абсолютно знакомо. Никогда пока не случалось такого, что я сказала, нет, мы закрываемся. И, честно говоря, это что-то, чем мы гордимся, потому что мы не закрыли ни одной студию в нашей сети. Хотя я понимаю, что рано или поздно этот момент наступит, потому что это нормально, да, это бизнес, это, ну, такое бывает. Ну, во-первых, конечно, когда мы открываем студии, мы очень так внимательно подходим к расположению, и мы не будем открываться там, где у нас есть какие-то сомнения, потому что цель у меня не продать франшизу, а цель, чтобы потом, ну, этому, может быть, к этому потом придем, да, каких принципов там я придерживаюсь и почему, на самом деле, на все есть причины. Но мы с нашими партнерами работаем очень долго, и если вдруг место будет не то это будет моя личная проблема в том числе, потому что нам вместе решать этот вопрос. Но, конечно, даже с таким подходом мы можем ошибаться, мы можем чего-то не увидеть. И, конечно, когда студии открываются, каждый из них стартует по-разному. То есть есть прям классные места, там сразу рванули, много клиентов. А есть место, ты вроде думал, что суперрайон, очень много жителей, но почему-то вот не идет. Да? Либо плохо реклама работает, либо продажи, конверсия в продаже не такая высокая. Ну, разные причины. То есть тут, конечно, всегда все индивидуально. Вот меня когда спрашивают партнеры, а в чем, вот у вас есть успешная студия, а в чем их успех? Но это всегда комплекс причин. Это всегда комплекс, нет одной причины. И у нас в сети, кстати, есть такой пример и опыт даже есть, когда, например, в один период с одним партнером эта студия была не очень успешная в плане выручки, прибыли, а пришел другой партнер, перенастроил там процессы, и там буквально через полгода студия показала X2 и стала там лидером сети. То есть поэтому здесь, конечно, очень много факторов. Наш бизнес, он завязан на людей. Там мы работаем для людей, и мы работаем с людьми, очень важен преподавательский состав, администраторы, команда, которая влияет на то, остаются ли с нами наши клиенты, ходят ли они там постоянно. Поэтому здесь не только локация, то есть локация вот априори базовая, конечно, там это должен быть жилой массив, потому что у нас такой формат. Мы находимся рядом с домом, у нас, кстати, слоган «Йога рядом, йога для всех».
То есть в чем суть слогана? Это я вот когда сидела, придумывала бизнес и делала свой первый сайт на Тильде или на Виксе еще тогда был. Не знаю, можно эти названия говорить? Пока можно. В общем, первый я делала там сайт, и вот я придумала этот слоган «Йога для всех», чтобы это передавало смысл того, что я хочу создать. Рядом это потому, что я хотела в тапочках, в лосинках спуститься. Да. Это то, что сейчас, кстати, происходит в наших студиях. У нас в раздевалках, ну, там, конечно, переодеваются там зимой, но очень часто приходят прям уже переодетый из дома, да. И это, ну, то, что я вот люблю, да, прийти, позаниматься, йога, она такая. И для всех в том смысле, что каждый человек, который придет в нашу студию, мог найти практику, которая ему подходит. Потому что тоже есть это и правда, но и предрассудок с какой-то стороны, что йога не для всех. Надо быть гибким, кто-то думает. Вот, чтобы прийти заниматься йогой, надо же быть гибким. На самом деле нет. Или это какая-то практика, которая требует вот философского, эзотерического подхода. Ну, тоже нет. Ты говорила о локациях, которые, да, в первую очередь, это то, что в тапочках можно прийти, нужен жилой массив. Какие еще ключевые показатели? Новые дома, потому что мы все-таки ориентируемся на нашу целевую аудиторию, и такой портрет нашей целевой аудитории — это люди, живущие в новых жилых кварталах, такие современные, остальные там критерии находятся там на первом этаже, чтобы там вывеску было видно. Ну, кстати, 10 лет назад нам не обязательно было, чтобы нашу вывеску было видно, потому что работали некоторые соцсети, и, конечно, у нас в основном трафик шел через Таргет. И сейчас эта ситуация изменилась. Я думаю, что в большинстве бизнесов, которые работают с клиентами, сейчас нам уже важно, чтобы нашу вывеску видели, чтобы у нас была витрина, потому что люди с улицы тоже заходят. Поэтому такие базовые критерии, они всегда исполняются, всегда учитываются. Вот. А то, как дальше развивается студия, это уже тот путь, который проходит наш партнер, который проходим мы вместе с партнером. И если что-то идет не так, как мы планировали, или не так, как ожидается, мы анализируем и думаем, а что делать, что менять. То есть, как ты анализируешь? Что у вас есть? Какие-то показатели, какой-то дашборд, или вы там ежемесячно встречаетесь? Как ты понимаешь, что у твоих 34 студий сейчас все окей, и им не нужна там сверхподдержка? Потому что бывает, исходя из твоего опыта, ты можешь гораздо раньше узнать, что там что-то идет по наклонной, да? Чем это сделает партнер, когда он придет в ситуации, когда уже пора реально спасать, вызывать бригаду, МЧС и все остальное, да? Вот как ты превентивно это проверяешь? Да, это вот что-то, к чему мы пришли за годы работы. Вот понимаешь, что надо еще предугадать ситуацию, когда уже все плохо. Потому что у нас, конечно, да, есть отчетность, это и в виде там дашборда, в виде таблички, где мы видим выручки студий ежемесячные. И, кстати, еженедельно тоже, я еженедельно редко смотрю, это у нас там главный администратор смотрит, но еженедельно статистика тоже студиями отслеживается. Я больше обращаю внимание на ежемесячные показатели, на выполнение плана, который можно посмотреть в течение месяца. У каждой студии есть план. Да. Каждая студия выставляет свой индивидуальный план. Это привязано к финмодели или от чего это? Да, это привязано к финмодели и к стадии развития студии. Потому что, конечно, когда приходит новый партнер, новая студия, а какой мне план поставить? Конечно. Конечно, мы поможем, потому что понятно, что есть какой-то минимальный план выручки, без которого ты просто уйдешь в минус. Но есть и реальный план, когда ты понимаешь, что ты вот студию открыла, провели дни открытых дверей, ты уже видишь, сколько у вас активных клиентов, сколько человек купили абонементы, и понимаешь, что там еще за 2 недели, вряд ли мы сделаем X3. Да, будет там, то есть. А план — это же такой инструмент, который и для руководителя, и для команды. Команда тоже, она хочет выполнить план, поэтому он должен быть реальный, чтобы он как-то был сбалансирован. И здесь на первом этапе мы партнерам помогаем, а дальше, уже, я думаю, что там через 3 месяца примерно партнер уже сам понимает, как студия идет и как можно в следующем месяце увеличить план, чтобы команда была замотивирована, чтобы партнеру было приятно. Поэтому есть план, да, и в середине месяца, если ты видишь, что ты идешь не по плану, то, конечно, это такой вот... То есть это основной показатель, который ты чекаешь. Это в процессе, да, это вот сейчас. Я смотрю, например, выручки, да, я смотрю, что-то у нас не очень хорошо в этом месяце с выручками. А может, нам надо сделать какую-то рекламную кампанию или какой-то там... А может, у нас будет какая-то распродажа, да, там Черная пятница, например, и я знаю, что в конце месяца мы там добьем это. Да. Но если в общем таком анализе управления, то такой большой дашборд и табличка, на которую мы смотрим, она учитывает такие цифры самые важные. Первое, конечно, выручка, понятно, и, конечно, посещаемость, то есть количество посещений в месяц. Это как раз тоже заложено в нашу модель. Количество посещений для нас
играет роль. Какая разница, если человек уже купил абонемент, ну и что, уходит он, не ходит, какая разница? Это прям, да, вопрос в точку. Ты прям в точку. Вообще есть такой процент людей, которые покупают абонементы и не выхаживают их. Это я. Но это вообще не наша цель. Объясню почему. То есть, казалось бы, да, ты получил деньги и здорово. Нет. У нас такая модель, вообще такой бизнес, который завязан на постоянных клиентов. То есть нам, конечно, про новых я сейчас скажу, это отдельная история, но для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, они продолжали к нам ходить, оставались, там, может, каким-то перерывчиком, но возвращались. Поэтому мы вообще очень не любим, когда у клиента остаются неотложные занятия. Я по себе просто знаю, если у меня там, я купила, остались занятия, вот они пропали, я потом наверное, не пойду, но уже как-то так. Вот, да, не очень приятненько, да? Поэтому и с точки зрения бизнеса я тоже на это смотрю, я всегда ставлю себя на место клиента. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы выхаживали, дохаживали. У нас есть система пуш-уведомлений, автозадачи администраторам выходят, когда они видят, что клиент не был на занятии там 30 дней, по-моему, у нас, они тебе позвонят, скажут, или напишут. В общем, как-то напомнят о себе, чтобы ты к нам вернулась. Это важный показатель, да. Ну и вообще по модели, по нашей, по бизнесу у нас, конечно, основное такое, что дает движок студии, это постоянные клиенты, которые ходят 2-3 раза в неделю. А какой процент вот в этом дашборде, ты говоришь, что про новых мы поговорим, какой процент постоянных и какой прирост должен быть новых? Наверняка ты отслеживаешь этот показатель. Да, мы, конечно, очень хотим стремиться к тому, что у нас 80% постоянных. Не всегда это получается. Конечно, когда студия новая, она наращивает аудиторию. Ну и бывают оттоки, разные времена, опять экономические. Поэтому 60-80% постоянных, вот это то, что в реальности, да, происходит. А новые клиенты, это вот как раз есть про дашборд говорить, да, у нас 3 части. Первая – это финансовые показатели и посещаемость. Вторая – это приток новых клиентов. Третья – это работа с лояльной базой, что там происходило, как они продлевались. Ну и четвертое – там еще рекламные каналы, да, как они там себя отыгрывают, отрабатывают. Так вот, новые клиенты – это то, без чего любой бизнес жить не может. Но это постоянно. Да, должно быть. Вопрос просто, ты сидишь на новых клиентов, как сидишь, в общем, на них, или все-таки... Но это неправильная стратегия. Не в долгую игра. В долгую это игра с постоянными клиентами. А что по рекламным каналам? Вот ты сказала, что раньше вы сидели на таргете. Сейчас это работа, скорее всего, с огромным количеством каналов, и не все из них дают хорошие результаты. Как вы в итоге определились, что должно И кто занимается вообще маркетингом? Это управляющая компания или франчайзи-партнер? Мы, как управляющая компания, конечно, задаем такие и тренды, да, информационное сопровождение. Партнеры дают иногда идеи классные. И я вообще очень за то, чтобы, да, с партнерами взаимодействовать и брать эти идеи. Вот, хотя, чем дольше я работаю, тем больше ситуация, когда приходят идеи, а мы уже это проходили. То есть у нас настолько много информации накопилось. У нас, например, гайд у нас несколько гайдов: диджитал-маркетинг, локальный маркетинг, и все там по 100 страниц. И там все инструменты, которые можно использовать. И понятно, что мы, кстати, сейчас пришли к тому, что у нас даже проблема не в том, что нет идей миллион, но их все нельзя сразу реализовать. Надо в нужный момент выбрать то, что тебе сейчас подходит. Почему? Как это нельзя не реализовать хорошие идеи? Ты можешь их реализовать, 100 идей за 1 месяц ты просто не успеешь, у тебя нет ресурса. Да. И партнеру надо из этого гайда, где там 100 инструментов, выбрать то, что сейчас подходит. И в этом фишка сложности в начале. То есть, и поэтому у нас есть там, трекинг созвоны, у нас есть там какие-то собрания, воркшопы, много разных инструментов, видов, когда мы каждой студии подсказываем: а вот сейчас вам лучше это сделать, потому что вот это и вот это. А со временем, примерно через полгода-год, обычно партнеры уже полностью изучили материал, прошли свой какой-то опыт, попробовали и сами в основном уже как-то ориентируются в наших инструментах и принимают решения. На начальном этапе, мы очень активно участвуем. Это если говорить про таком точечном маркетинге на студию, потому что студии отличаются все равно друг от друга. Где-то лучше работает ВК-таргет, где-то лучше Яндекс.Карты работают. То есть где-то и листовки. Да, возвращаясь просто к вопросу про маркетинг, что было тогда, и что сейчас, на самом деле, на мой взгляд, это вообще во всех сферах бизнеса сейчас. Потому что, вспоминая себя 10 лет и во всех сферах бизнеса, и во всех моментах управления любого бизнеса. 10 лет назад
Мы начинали, мы без кассы работали. Это было законно, да, это нормально. У нас там были какие-то бланки, ну, можно было бланки выписывать, мы там выписывали. Потом через несколько лет уже сказали, нет, вы должны иметь онлайн-кассы, все обязательно. Вот мы тогда купили, потратились на кассы, купили. Вот, сейчас ты понимаешь, что ты должен, значит, здесь зарегистрироваться, здесь замаркироваться, здесь отчитаться, здесь правильную оферту составить, здесь обработка персональных данных. То есть настолько много всего вот появилось, что ты сразу с лету, приходя в бизнес с нуля, как я 10 лет назад пришла, ты просто это не можешь делать. Это надо прям учиться и изучать. Ну, либо получать это от кого-то, да. Вот поэтому, а что касается маркетинга, рекламных каналов, то есть это наша реальность, в которой мы живем постоянно. Это просто, вообще это предпринимательство и бизнес, ты просто постоянно пробуешь новое. Что-то получается, что-то не получается, ты постоянно крутишь. Нельзя останавливаться, скажем так. Ты все время делаешь и пробуешь разные каналы. Мы все используем сейчас. Вызывает сомнение, да, когда какая-то франшиза, например, говорит, ну, у нас такой маркетинг, что мы точно все знаем на 1000%, как что в какой момент подкрутить, да, то есть, скорее всего, все равно все нужно адаптировать, все протестировать, и что-то бывает, ты все сделал и не работает, да, и нужно какое-то кардинально другое решение. Бывает такое, да. Можешь привести пример, например, какой-то регион? Это, кстати, это интересная такая задачка. Вот я не буду называть название, да, студии. Вот классная студия, вот классная там команда, классное управление. Но, например, мы осознали, что нам не хватает аудитории, да, живущих рядом. И в какой-то момент мы понимаем, что нет, наш локальный маркетинг, он не покрывает потребность в количестве клиентов, которые должно быть в этой студии, там, с этой арендой. Да, у нас мозговой штурм, мы думаем, что делать. Вот, то есть, хорошо, эта студия находится там ближе к центру, значит, мы можем привлечь каких-то людей побольше. Может быть, нам делать в этой студии не только занятия вот групповые, потому что у нас основное это групповые занятия. У нас небольшие группы, но это вот то, что крутит этот бизнес. Может быть, в этой студии мы думаем делать какие-то специальные мероприятия и мастер-классы. То есть можно провести девичник, можно отметить день рождения, можно там еще какие-то практики более длительные проводить. Поэтому да, придумываем, приходится креативить. Но это, кстати, то, что мне нравится, потому что это интересно. Ты вот всегда в тонусе, всегда надо что-то... Такие сверхзадачки решать со звездочкой. Да, больше внимания уделять. Но мы, конечно, когда анализируем вот какие-то пробелы, да, если мы план не выполняем там или студии, мы смотрим в том числе и на цифры. То есть мы всегда смотрим, хорошо, в чем проблема? Количество клиентов мало активных. Окей, почему мало? Потому что мало новых клиентов приходило? Нет, вроде много новых клиентов. Реклама работает хорошо. Значит, не возвращались, да? Посмотрим конверсию. Ага, вот у вас конверсия здесь не 50-60% в продажу, а там 20. Ну вот где мы теряем. Но это всегда не одна причина, это всегда несколько. То есть хорошо, конверсия у нас плохая. Почему? А может быть, у нас администраторский состав там обновился, девочки не знают, как работать, не предлагают. Или у нас продукт не соответствует ожиданиям, то, что прорекламировали, а занятие там другое пришло. И вот надо докопаться до сути для того, чтобы этот вопрос решить. Это задача управляющей компании. Я так очень тяжело. Да, ты так вздохнула. Но мы берем сейчас это на себя, да. Мы не можем это взять на 100%. Все-таки это бизнес нашего партнера. Да. И это задача партнера, получив от нас всю информацию, изучив материал, использовав все возможности общения с другими партнерами и с нами, все-таки вот своим бизнесом управлять. Но мы, конечно, заинтересованы в успехе, поэтому мы, да, очень часто, в большей степени это касается, конечно, студий, которые до 2 лет. Вот все студии, которые у нас больше 2 лет работают, там уже партнеры Тёртые калачи. Да, абсолютно профессиональные. И они меньше приходят, конечно, и на встречи, и на какие-то обучения, потому что они для себя уже все поняли, у них уже как-то на рельсе бизнес стал, и даже иногда другие интересы возникают, чем... А сколько вот потребуется? То есть 2 года это чтобы окупиться, встать на ноги, да, а 2 года это все-таки вот такая история и у тебя, наверное, такая была, и у партнеров. То есть это не зависит от каких-то сторонних факторов, это, скорее всего, такой цикл жизни бизнеса, да, когда ему пара лет нужно встать на рельсы. Я, наверное, да, вот это число определяю, хотя можно и там через год немножко расслабиться. Но я всегда говорю партнерам, что первый год это полное вовлечение. Это не тот бизнес, я вообще как-то слабо верю, да, вот в такой бизнес, когда говорят, что вот франшиза, ты купил франшизу, и все само будет работать. Нет. То есть, не будет, нужно вовлечение. Да,
Через год, когда ты выстроишь свою команду, когда у тебя уже поток клиентов, выручка идет и некая такая стабильность, ты можешь уже делегировать часть задач. И у меня очень хорошие есть примеры партнеров, которые во время там, работы со мной и 2 раза в декрет ушли, и полгода за границей пожили, и там в другой город переехали, например. Все равно наступают моменты, когда партнеру даже вот в таком состоянии уже там через несколько лет надо возвращаться в этот бизнес, проверять, Ну все что это может быть? подкручивать. Обновление, наверное, интерьера, обновление оборудования, проверка. Да, это иногда обновление интерьера, это иногда просто там поддержка команды, потому что людей надо мотивировать, поддерживать, и они там за своим лидером, да, как-то должны идти. То есть оставлять надолго не стоит, но можно уже, но не в первый год. Вот возвращаясь к тому, что, конечно, первый год это достаточно большое вовлечение. Сколько зарабатывает партнер, и может ли он себе позволить вот отвлечься не в ущерб прям сильно деньгам? Я имею в виду, что когда ты уезжаешь, ты, скорее всего, нанимаешь какого-то управляющего, да, который курирует основные процессы. Встроена ли такая позиция в финмодель, и сколько остается в таком случае самому партнеру? Но на самом деле управляющий ищется не на время отъезда, а уже с самого начала, там, в зависимости от того, как партнер хочет быть вовлечен в бизнес. Либо он в роли управляющего, да, либо он ищет себе партнера. Ну, у нас такая структура, что можно там, назначить старшего администратора, который будет какие-то такие очень простые вещи делать, ну, прям от текучки партнера избавлять. Это must-have, это обязательно прям. А управляющий – это уже такая должность, которая подразумевает, что человек больше вовлечен в маркетинг, больше понимает там, стратегию развития студии и может решить какие-то критические вопросы, которые ну, просто администраторы не могут решить. Там, и в работе с клиентами, и в работе с преподавателями, да и бытовые какие-то вещи. Извините, да, у нас офлайн бизнес, и у нас иногда труба прорвалась, или там соседи затопили, или что-то еще случилось. Поэтому и здесь требуется вовлечение собственника. Так что с заработком? Сколько зарабатывает франчайзи-партнер, ну, там, через 2 года? И вот если вспомнить ту историю, в которой ты начала, 500-800 тысяч рублей, которые ты тогда на старте потратила, как быстро они у тебя окупились? И насколько ты эту магию чисел переложила на опыт франчайзи-партнера? Ну, то, что было 10 лет назад, сейчас вообще неприменимо. Я тогда была в состоянии аффекта, действовать и открываться. Как только у меня пришли какие-то деньги в сезон, в осенний, я уже сразу задумалась об открытии второй студии. И я там через год уже открыла вторую студию. И тогда я очень плохо управляла своими финансами. Это было невозможно. То есть я долго к этому шла. На самом деле финансы – это не моя суперсильная сторона. Вот когда я так все посчитаю прям. Нет, моя сторона – это действовать, что-то реализовывать, что-то делать, а там дальше разберемся. Вот поэтому, да, за эти годы я, конечно, пришла все-таки к финансовому планированию, анализу. Сейчас все по-другому, слава богу. Но это был непростой путь. То есть я даже с коучем занималась по поводу того, чтобы как-то привести в порядок свои финансы. У меня раньше все было смешано. Личные финансы, бизнес там и все. Потом я все разделилась. Я вот прям очень довольна тем, что сейчас я к этому пришла. Сколько лет потребовалось? Ну, лет 5, наверное, да. Когда бизнес уже стал расти, уже много всего стало появляться, я поняла, ну, это невозможно. Нельзя как бы развивать франшизу, нельзя там передавать какие-то свои знания по бизнесу, если ты сама неправильно все это делаешь. Поэтому, да, и те деньги, которые были там в то время, и вот как все это было, ну, вот картинка была примерно такая. Я за то, чтобы говорить про цифры, про реальные, и называть цифры партнерам нашим, потому что, опять, неоправданные ожидания, то есть они какие бывают неоправданные ожидания? Финансовые. И второе, это то, что бизнес оказывается немножко не тем, что ты ожидал. Потому что мы ожидаем, что ты пришел. Я такой босс, это есть такие ролики, да, в соцсетях. Да. Я думала, что бизнес это когда мне кофе приносит, и я такой за чашечкой кофе, а на самом деле я там полы мою в туалете, да. И что касается финансов, то же самое. Ну, я могу просто назвать цифры, которые сейчас у нас в сети присутствуют. Мы ориентируемся на несколько показателей. Это выручка и прибыль. Но прибыль, конечно, не всегда
полностью я владею информацией по нашим партнерам, потому что выручка – это то, что фиксируется в нашей CRM-системе, это то, что мы прекрасно видим, это то, с чего начисляется роялти, и то, зачем мы следим. Ну, а финальная прибыль зависит от того, на что партнер потратился. Купил он в этом месяце что-то или нет. Да, конечно. Они передо мной отчетности такой не имеют, и как бы, ну, это уже их предпринимательская. Примерно, да, как рассчитано у тебя, например, в студии, как устроено. Да, как рассчитано. То есть выручки, на которые мы ориентируемся, я говорю там про Питер, про Москву, она варьируется от срока жизни студии. Год, потом у нас есть 2 года и потом дальше. Мы ориентируемся на то, что выручка студии должна быть там хорошая, уже 2 года плюс, не ниже 1 000 000 рублей. То есть у нас 100 метров студия, там каждый день они работают. В Москве этот показатель в связи просто с более высоким ценником там должен быть выше через 2 года. До 2 лет разные бывают показатели, но меньше там 600-700 тысяч выручки опускаться нельзя, ты просто будешь работать в минус. Да. У нас не бывает прям таких гигантских минусов в нашем бизнесе, потому что все-таки это такой бизнес небольшой, и здесь у нас расходная часть, она очень понятная. Вот это и плюс, и минус. Плюс в том, что ты примерно понимаешь, да, что ты там совсем в яму в какую-то не провалишься, но при этом минус ты ни на чем сэкономить не можешь. Это да. Потому что у тебя аренда – это основное, там, реклама, да, но если ты не будешь рекламу давать, у тебя опять бизнес не будет расти. Поэтому здесь я не могу сказать, что наш бизнес, он прям такой рискованный, что ты можешь открыться и прогореть. Нет. Да, и бывают страхи, связанные с тем, что вот если не получится, смогу ли я выйти из этого бизнеса? Да, у нас бывали и бывают до сих пор случаи, не то чтобы они там очень часто, но это уже такая практика сложившаяся, когда партнер может продать студию, приходит новый партнер, и дальше студия продолжает жить, и все довольны. Продают тоже по разным причинам, если что, расскажу. Возвращаясь к деньгам, я не ухожу от вопроса. Да, то есть выручка, ту, на которую мы ориентируемся, должна там 1-1,5 миллиона, это вообще было бы, это хорошо. И при такой выручке у нас финансовая модель подразумевает прибыль от 200 до 400 тысяч. Прыгнуть там выше 400, сложно. В какой-то сезон ты можешь. У нас есть сезонность, я сейчас говорю просто в среднем. Да. Меньше 200 это уже неинтересно. То есть мы считаем по температуру погоды, да? Бывает выше, бывает ниже, да? Наверняка лето довольно такой слабый период, да? А осень, весна, когда все худеют к лету, вполне себе хороший приток абонементов. Да, осень и весна – это наш высокий сезон, поэтому, вот в таких категориях денежных йога-бизнес сейчас, вот в студийный формат, наш студийный с одним залом измеряется, то, что меньше, может быть и меньше 200, да, в какие-то месяцы, в начале, например, может быть и какой-то минус, там, в первые месяцы минус 100 у тебя может оказаться. А сколько на старте нужно денег-то, чтобы еще это окупать все? Сейчас Москва-Питер у нас примерно заявлено там от 3,5 до 5 миллионов открытие студии. Это помещение, оборудование, ремонт? Ремонт и паушальный взнос. Но 3,5 мы уже сейчас не укладываемся, потому что ремонты практически всегда приходят делать. И самая большая сумма, которая сюда входит, это ремонт. Конечно. На самом деле. И он очень сильно влияет вот на то, какое количество денег надо вложить, потому что мы делаем ремонт иногда с бетона, и это вообще другая сумма. А иногда мы берем помещение, где уже что-то было, и просто переделываем. Поэтому, да, если говорить, допустим, среднее, берем там 4 миллиона вложений, вот окупаемость, она примерно так и считается, да, что 2 года. 2 года. Кто-то может 1,5 года. Может быть, если студия, совсем не очень, да, плохо, но может быть до 2,5 лет они будут окупаться. Раньше, в хорошие времена, это был и год. Да, но сейчас такие цифры. Ответила, да? Да, ответила, и понятно, что мир меняется, и мы к нему как-то подстраиваемся, нас уже эти цифры вполне себе, по-моему, и не пугают, и не пугают наверняка потенциальных партнеров франчайзи, потому что в целом цена понятная, цена, в которой ясно, за что ты... Единственное, что мне здесь непонятно, вложена ли вот в эту стартовую цену какая-то буферная подушка на вот время, пока нужно нанять сотрудников, не знаю, там какой-то первый месяц аренды, да, после ремонта. Вот эти цифры, они входят, или я должна еще иметь... Вообще, как ты относишься к тому, когда человек последние деньги вкладывает, вот как ты вошла? Таких, как ты не ищешь себе в партнеры. Нет, мы, честно говоря, даже мы не можем все контролировать, но если к нам приходит партнер, который говорит, я хочу открываться на кредитные деньги,
мы часто говорим, нет, подождите, подкопите, потому что все-таки это такая нагрузка, и финансовая, и психологическая. Я знаю очень много франшиз, да, у которых цель бизнеса, да, продажа франшизы, то есть там даже и банки подключены к тому, чтобы кредитовать. Но это просто не моя реальность, да, то есть мы так не работаем, мы всех партнеров призываем открываться на собственные средства. Подушка безопасности, конечно, нужна. Это, кстати, частый вопрос тоже, надо ли мне оставить денежку. То есть она рассчитывается, в основном связанная с арендой. То есть если аренда там достаточно высокая, ты можешь вот в этот разрыв попасть, в основном с этим связано. В целом основные расходы идут вот первые 2 месяца, когда мы открываемся. Мы раньше открывались там за месяц, потом за 5 недель, за 6, сейчас все уже. Но столько процессов, столько информации, мы решили, что нет, быстрее, чем за 2 месяца мы не открываемся, потому что все просто умирают на этом открытии, и партнеры, наша команда. Вот эти 2 месяца у тебя идут большие затраты на все. А потом, когда мы открываемся, конечно, дни открытия неприятные, потому что в дни открытия у нас всегда действует специальное предложение для клиентов. И наша цель вообще открытия в том, чтобы люди покупали абонементы, и партнер чувствует вот эти первые уже плоды в первый день, когда ты по кассе пробил чек, он вышел, да, и в конце дня у тебя там отчет, сколько людей пришли, сколько купили, да. И потом ты еще после открытия 1-2 недели работаешь с этой клиентской базой, потому что очень много людей по рекламе, кто не дошел в этот день, выписался или просто не дошел, кто пришел, но не купил абонемент, и тебе надо доработать, да, этого клиента. Поэтому есть чем работать и вот на чем зарабатывать. Потом, после открытия, через месяц где-то вот идет такой немножко пробел, и партнер уже с новыми силами в новую рекламную кампанию, уже когда команда сформирована, ты уже начинаешь работать в таком режиме, в постоянном, таком рабочем. Потому что открытие, это, конечно, вау, феерично. Да, особенно когда человек выходит вообще из привычных для себя рамок обычной жизни и погружается в предпринимательские вот эти вот будни. Первые там 45-60 дней сложные, а дальше нужен вот этот эмоциональный взрыв, да, погладить себя по голове, похвалить, и чтобы были силы двигаться дальше. Ну, вот если смотреть на этих людей, которые выдерживают такой сложный предпринимательский путь и окунаются, да, в открытие бизнеса, кто портрет ваш? Потому что мы с тобой встречались несколько лет назад на фестиваль был, да, йоги в Петербурге, и там была небольшая закрытая встреча, в том числе, где были партнеры франчайзи, и настолько разношерстная аудитория, то есть все классные, все девчонки были, все классные, но возраст совершенно разный, бэкграунд просто невероятный. Мне запомнилась одна девушка, у которой было несколько франшиз, и одна из них была йоги-рум, и она вот не как-то вот была в таком смятении, она не понимала, куда ей деться, и меня это поразило, как же она, в общем, такую себе сеть построила, да, и там были пекарни, насколько я помню, тут йога, и как она все это балансировала. Можно ли вообще сейчас определить, кто вот тот портрет партнера франчайзи, которого вы ищете, или который сейчас с тобой, и ты гордишься этими примерами? Да, можно. Но я его определяю, безусловно, то есть у нас такой женский бизнес, хотя сейчас очень много партнеров, которые приходят парами. То есть муж на поддержке, на моральной, ну и да, на материальной. Я раньше думала, что не бывает женского бизнеса, что бизнес, он и есть бизнес. Какая разница, что мы же все тоже все можем, в чем разница? А сейчас нет. Я вот сейчас почему-то думаю, что да, вот он бывает, и что женский бизнес, ну, немножко по-другому строится. Как это к тебе пришло, и в чем разница? Наверное, пришло через вот как раз партнеров, которые ко мне приходили, и через то, что они... Потому что когда я что-то проживала, я как-то вот, сделала, и ладно. У меня все то же самое, что и у них было. Просто я, возможно, не анализировала и не видела это со стороны. А потом ко мне стали приходить партнеры, девушки, и я видела, то есть, поплакать... А у тебя некому было анализировать. Да, может. Поплакать, да, вот эта вот история, да. Она, давай признаемся, вот есть она. Да, конечно. Поплакать — святое дело вообще. Поплакала, и жить стало легче. Или мне там партнер в ночи пишет или звонит: Лен, я не могу, я вот это. И вот надо просто высказаться, да, 100%. Просто чтобы кто-то послушал и кто-то поддержал. И это потом дает такой заряд, что человек может дальше двигаться. И там, может, и проблема была не такая большая, и вообще не бизнесовая проблема, а просто вот именно
именно психологическая такая поддержка, она нам требуется. И я сейчас радуюсь, когда приходят парами, потому что я за этих партнеров спокойна. Если что, им есть кому, да? есть еще кто-то, помимо меня, помимо нашей команды, кто их там поддержит, и если что, разрулит и какую-то эмоциональную составляющую берет, потому что она, мне кажется, присутствует. Ну, в общем, в любом случае, партнеры у нас все такие управляющие, это девушки, женщины, абсолютно разный возраст, все это правильно ты сказала, абсолютно разный опыт работы. У меня были партнеры как и без опыта, вот, с нуля первый раз, и партнеры, которые долгие годы проработали в большой корпорации, в компании, на руководящих должностях. Что интересно, когда приходишь вот в этот маленький, небольшой свой бизнес, все по-другому. То есть твой руководящий опыт, он, конечно, полезен, то есть это вот, без вопросов. И там, если есть опыт в продажах, особенно или в маркетинге, потрясающе. Но все равно все по-другому. И сами партнеры мне тоже признаются, что вот как-то все не так, как в коммерции. По-другому строятся отношения с командой. Может быть, у тебя в найме все там получалось, а когда ты приходишь уже в свой бизнес, во-первых, меняется твое отношение. Вот в найме все равно другое немножко отношение, когда это команда. Это не твой бизнес, там другое отношение. То есть у партнера меняется. Во-вторых, уже и люди другие. В-третьих, они попадают в сферу йоги. У нас есть определенные особенности, которые мне, кстати, нравятся. В йогу все-таки приходят люди, которые увлекаются этой темой, которым интересен сам продукт. То есть это базовое сообщество единомышленников, а уже потом распределение таких ролей, да, в команде. Раньше это было прям очень сильно. Сейчас, когда мы уже таким бизнесом стали структурным, вот это чуть-чуть подуменьшилось, но все равно к нам не приходят люди, которые вот просто ищут работу. Они приходят, потому что им хочется работать в йоге, они увлекаются практиками, им хочется работать с теми людьми, которые к нам приходят. Это же на все распространяется, и на команду, и на клиентов. Да. Я всегда говорю, что у нас клиенты потрясающие, супер клиенты. То есть у нас клиентский бизнес, и, конечно, иногда там возникают какие-то там претензии, вопросы, там люди в стрессе вообще находятся, да, и на йогу тоже часто приходят в стрессе. Но в общем и целом, если сравнивать, у нас очень комфортная атмосфера, потому что люди приходят с таким добрым намерением сделать себя лучше, здоровее, и это в этом бизнесе большой плюс, на мой взгляд. И вот к партнерам возвращаясь, это тоже относится к партнерам. То есть если говорить про портрет, то скорее это портрет именно ценностный, что человек хочет. И тут, кстати, очень классный всегда такой вот, значит, баланс, да, между тем, что это бизнес-деньги, и между тем, что это любимое дело. Вот можно ли там совместить любимое дело и деньги? Я вот пока что на своем примере как-то это еще доказываю, но я признаюсь, что я никогда не ставила деньги во главу. Может быть, это вот тоже разница между бизнесменом и предпринимателем, да, предприниматель что-то создает, а бизнесмен там должен деньги. Наверное, я не бизнесмен, может быть. Но для меня важно именно создание, и я верю в то, что ты, если классно делаешь что-то, то деньги к тебе не придут. Хотя я не отрицаю, что должна быть экономика, потому что если ты не будешь вести экономику, просто не будет возможности создавать свое дело. Поэтому партнеры, они, те, которые к нам приходят, у меня даже нет отдела продаж франшиз. То есть, когда-то я давно пробовала рекламу запускать на франшизу. И я через какое-то время поняла, что вот это меня просто, я выгораю от этого. Потому что приходят, откликаются люди, которые просто ищут какую-то франшизу. То есть они выбирают между тем, чтобы открыть магазин. Салон красоты. Извиняюсь. Да, салон красоты. Иногда бывало даже такое, что пивную точку. Я не против. Я всех принимаю. Просто это абсолютно разные, да? Йога-студия и пивная точка. Или автобизнес, например, там что-то. И они выбирают как бы всерьез, да, вот где им выгоднее будет, поинтереснее. Да, но вот это не мой тип партнера, и им не надо к нам. Вот им действительно надо выбрать там свою франшизу. Поэтому через какое-то время я просто отказалась от того, чтобы специально рекламировать франшизу, делать лидогенерацию. У меня нет. У меня больше 50% партнеров, которые с нами, это наши бывшие клиенты. Есть часть, которые с нами ездили в йога-туры, то есть люди, которые знают наш продукт. И меня это очень радует. И, кстати, это и мне упрощает тоже жизнь, потому что когда приходит партнер, который у нас занимался, я понимаю, что человек, который знает продукт, он его уже полюбил, он его понимает, и он понимает, куда он идет, в какой 100%. бизнес. Да. Вообще, мне кажется, самые сильные партнеры — это
те, кто знакомы с услугой, да, и хорошо ее понимают, а уже потом думают, а я бы хотел повторить, да, или стать частью. Если говорить о проектах, которые помогают допродавать, доразвивать сам бренд Yogi Room, и вполне возможно там же искать клиентов, ты сказала, один из партнеров, он как раз пришел из йога-туров. Расскажи, пожалуйста, об этом продукте, насколько он вообще значим. Я еще вот была однажды на фестивале, то есть это такие некоторые формы, которые появляются у Yogi Room и, видимо, помогают и развивать партнеров, и искать больше клиентов, становиться узнаваемыми, то есть такие глобальные федерального масштаба проекты. Да, это мои любимые проекты. Спасибо за вопрос. Очень давно некоторые из них мы начали развивать, еще до вообще моего понимания того, что важно комьюнити, это то, что сейчас в тренде, да, то, что все обсуждают, надо создавать комьюнити там и так далее. То есть я как-то все, что начинала делать, это как-то было очень интуитивно. И потом я, когда уже пошла учиться там бизнесу, я поняла, это, оказывается, вот так называется. Да, идея про йога-туры пришла практически сразу после открытия студии. Вообще, мое первое образование 100 лет назад, туристическое. Да, я закончила туризм, управление туризмом. Я работала долго в туроператорской компании, была гидом, а потом в агентстве работала, управляла сетью агентств. Но это было в другой жизни. Но туризм мне очень близок. И примерно там через год, даже меньше, после открытия первой студии, мы поехали в наш первый йога-тур. Как я упомянула, мне поддерживала и семья моя, у меня сестра, которая тоже туризмом занимается, она была таким идейным вдохновителем. И после этого первого йога-тура мы, наверное, лет 5 вместе проездили. Да, всегда я, вот Маша и наша компания вот таких уже людей, которые с нами не один раз откатали. Сейчас проект уже вышел на такой прям уровень отдельно существующего бизнеса. Я уже перестала ездить в йога-туры, так жаль. Думаю, может, еще вернешься. Ну да, надеюсь, что буду, но это уже много. Мы примерно 10-12 выездов в год организуем. Ого. Да. Сейчас, конечно, перешли больше на Россию последние годы. Раньше мы по всему миру колесили за границу, а потом переключились на Россию. И в основном это форматы ретриты такого выходного дня на 3-4 дня, куда можно доехать без самолета. Но и несколько раз в год мы самолетные туры тоже делаем и по России, и за границу. Вот, кстати, в этом году. Вначале, да, съездили в Индию первый раз. Очень долго меня просили Индию. Я сама там была, но именно в качестве мероприятия долго не решалась. Сделали, очень хорошие у нас отзывы были. Поэтому, да, это такой проект, который объединяет, что интересно, у нас туда ездят и клиенты нашей сети, но их не так много, это 20-30%. 20-30% тех, кто просто вот с нами когда-то ездил за эти годы и постоянно теперь возвращается. И новые люди, которые нас просто вот случайно как-то нашли. Хотя, опять-таки, мы не делаем никакую лидогенерацию на этот проект, никакой рекламный бюджет. То есть это вот за счет такого комьюнити и распространения информации. Это вообще другой бизнес. То есть это не бизнес управления студией, это не франшиза, то есть там все свои правила, но это то, что действительно дополняет наш бренд и создает такое общение, сообщество, люди, которые ездили в туры, потом встречаются в студию, те, кто ездил в тур, потом приходят заниматься. Кстати, очень интересно, что иногда, вот я когда ездила, очень часто мы всегда спрашиваем, с какой целью ты там приехала, с открытия, какой-то круг открытия. И была такая удивительная сначала для меня вещь, а я приехала, чтобы начать заниматься. Ого, то есть с тура начать заниматься? Да, то есть туда едут не те люди, которые такие практикующие, прям супер йоги. Вот иногда я есть так такое. И думала, что типа не место там тем, кто вот вообще только в шавасане умеет лежать. Очень место, очень. Мы всех ждем. Вот у нас абсолютно у нас нет строгих правил, то есть у нас вообще свобода, но когда ты едешь просто в йога-тур, ты вовлекаешься в это, и ты начинаешь 2 раза заниматься. Да, тебе утром сложно встать, но ты понимаешь, что вся твоя компашка с утра идет, а потом у тебя будет вкусный завтрак и кофеёк. И вот как раз я подумала, что действительно это работает, потому что ты уезжаешь в йога-тур на неделю, ты 2 раза в день занимаешься, и потом, когда ты возвращаешься, ты уже легче в этот ритм входишь. И дальше, если тебе удается это сохранить, то вот у тебя качественная привычка выработалась заниматься. Да, круто. Насколько вовлечены в эту историю партнеры и сотрудники в студиях?
Партнеры, наверное, в меньшей степени. Один раз в год мы собираемся все на Валдае. Там у нас йога-туры, партнеры, слет партнеров, партнеры приезжают. Партнеры ездят с нами часто, когда позволяет время, конечно, и возможность. Преподаватели являются ведущими. Мы, конечно, преподавателей берем только из нашей сети. Это не что-то, вот это специально, да, чтобы наша сеть создавала такой продукт. И организаторы, да, СММ, те, кто ведут СММ, они тоже вовлечены. То есть, это очень классный такой и для команды проект классный, когда интересно можно поехать, да, что-то новое узнать, и для клиентов. Ну и, конечно, вот из туров у нас выросло еще второе там ответвление того, что можно же не обязательно куда-то далеко ехать. Да. А можно провести какое-то мероприятие или фестиваль. Да, несколько раз мы проводили фестиваль в честь дня рождения нашей сети. Обычно в сентябре мы проводим, где разные практики представлены, наши преподаватели. Ну, это такой большой праздник, и клиенты приходят на фестиваль, и потом у нас обычно корпоративная вечеринка была для команды, для всех студий, и все собирались, мы подводили какие-то итоги года. Вот в этом году не знаю, в каком формате, мы еще пока время уже поджимает, пока не спланировали, потому что все-таки 10 лет будет, пока думаем, как это будет. Да, надо отпраздновать обязательно. 10 лет – это серьезно для любого бизнеса, и особенно для такого, который так случился у тебя, как такая любовь, знаешь, вот с головой в омут, и в итоге удалось выйти в такое полноценное партнерство, да еще и развить большую сеть. Ты помнишь, как вообще появилась история того, что Йоги Рум перестал быть только твоим и стал франчайзинговой сетью? Да, 100% помню. Это как раз был запрос от кого-то из клиентов. Потом она так и не открылась, но это был прямо такой запрос, а я тоже хочу. А помоги мне открыть студию. А я до этого тоже имела небольшой, очень маленький опыт во франчайзинге. Как раз когда я в туризме работала, я примерно понимала, то есть для франчайзинга не было для меня что-то новое. Я подумала, наверное, я могу это сделать. И сделала какую-то своими руками, без участия каких-то компаний, все как, да. И сделала какую-то упаковку, то есть понимание, что я могу такую-то услугу предложить, и свой бренд. Он уже был товарный знак зарегистрирован к тому времени. Это я практически сразу, еще не думая о франшизе, сделала. Я упаковала просто сам продукт. И потом ко мне пришел партнер, первый партнер, и, кстати, студия до сих пор работает, и это был наш клиент студии, который захотел уволиться из найма, открыть студию. И да, потом были, конечно, такие кризисные моменты, не все так легко и просто. Вообще за это время у всех, наверное, и ковид был у нас, и после, наверное, такое очень интенсивное развитие франшизы получилось все-таки после ковида, в том числе связанное с тем, что я сделала свою какую-то перепрошивку. У меня после ковида была неудачная история сотрудничества с партнером, в том числе по причине того, что я как-то не очень ответственно подошла к договору, к защите, к каким-то правилам игры вообще во франшизе. Потому что у меня все было на энтузиазме. Когда у тебя клиент, с которым ты сама занимаешься на йоге, приходит в студию открывать, у вас все хорошо, да? Да. А когда приходит уже больше людей там, со стороны, с другими правилами, ценностями, подходами, если ты что-то не учитываешь, это риски для бизнеса. Да. И когда на своей же собственной ошибке я осознала, что я, например, не защищена, и что у меня, на самом деле, продукт франшизный не так хорошо и построен, то есть нужны регламенты, нужны документы, нужен правильный договор юридический. Я уже тогда пошла в компанию, которую мне разработали договор, сама пошла учиться бизнесу, в бизнес-школу. И кстати, из бизнес-школы ко мне тоже пришло в тот момент, в период обучения, там 9 месяцев было обучение, и оттуда ко мне пришло 2 партнера. Круто. И да, они до сих пор работают, они очень классные. Казалось бы, где найти партнеров на Йоги Рум, да? Да, это было такое сечение обстоятельств, и это как раз общение, когда ты знакомишься с людьми, общаешься, рассказываешь про свой бизнес, а может быть, а как? И успешно работают, очень классные партнеры в том смысле, что они понимали, как строить бизнес, и мы с ними экспериментировали вначале, и из этого очень много случилось стандартов наших, которые сейчас во франшизе действуют, и каких-то подходов, да, к открытию студий. Поэтому это обучение, оно мне тоже дало такое понимание, как в дальнейшем франшизу вообще строить правильно и развивать. Но это все очень интересно, всегда какие-то
какие-то новые обстоятельства возникают. Здесь тоже есть чему учиться. Безусловно. Но мне кажется, что важно, когда к франшизе относятся не как к набору регламентов и стандартов, а как к живому организму, который всегда требует роста, совершенствования, познания чего-то нового, тех же экспериментов, тестирования гипотез. Это же окей, когда мы рассматриваем любой другой продукт или бренд или компанию, кроме франчайзинга, мы к нему так и относимся. Бренд развивается здорово. А иногда к франшизе так относятся, что типа это готовый продукт. Все, ребята, давайте только так его масштабировать. Мне кажется, что это путь стагнации, да, а мы знаем, что стагнация так или иначе ведет к регрессу, потому что если ты не идешь вперед, то в любом случае ты уже отстаешь. Если говорить о вашем пути вперед, то куда вы двигаетесь? Мы с тобой сейчас в течение всей нашей беседы, я слышала, что студии есть в Москве, в Петербурге. А как регионы? Сейчас очень многие франшизы смотрят в регион. И в целом регионы очень открыты сейчас к франшизам. Не то чтобы это навязанный какой-то продукт, они с жадными глазами. Есть ли у вас какие-то поползновения в эту сторону? И вообще, куда идет Йоги Рум? Вот куда он, как живой организм, в ближайшее время устремится с новым десятилетием? Ой, я так воодушевлена. Новое десятилетие. Ну, в регионах у нас есть несколько студий. Первую студию в регионе я открыла года 4, наверное, назад. Это тоже было по стечению обстоятельств. Просто ко мне приходили партнеры. Какой это город? Чебоксары — первый город, где в регионе, где мы открыли студию. Опять-таки партнер пришла к нам самостоятельно, нашла нас, сказала: хочу вашу франшизу. Я не смогла устоять и решила попробовать. Ну, просто я до этого упоминала, что я в открытии студии всех участвовала, и в регионы, естественно, я тоже полетела открывать. То есть у меня там и проектные, и я полетела. И для нас, как для бизнеса, сейчас вот открытие в регионах не стоит как цель. Если к нам будут приходить интересные, желающие партнеры, ну, наверное, мы не сможем отказать людям, которые очень хотят открыть Йоги Рум в регионе. Но поскольку все-таки у нас вовлечение в открытие достаточно большое, экономически нам вот в регионе только если без выезда открываться. Но я знаю, многие франшизы так и делают, передали, там открылись. Будем смотреть по ситуации, по запросу из региона. Пока что основное количество студий у нас в Петербурге находится. Я сама из Петербурга, изначально мы только там открывались. С моим переездом в Москву здесь тоже зародилась сеть. Появилась, в Москве мы активно открываемся и будем продолжать. Регионы будем смотреть, если будут классные, хорошие партнеры, которые хотят открыть в своем городе, мы только за всегда. Но вот именно для бизнеса у нас, конечно, Москва, Петербург. В Петербурге уже достаточно много, там это меньше. связано чисто с тем, что вам комфортно находиться в высоком вовлечении в партнеров, и Питер и Москва в этом смысле позволяют вам это реализовывать. Я тебе еще один секретик открою, еще добавлю. Безусловно, это причина, но есть еще и бизнес, экономические причины. Все-таки у нас такой вектор развития, стратегия – это устойчивость. Я в свое время поняла, что наша управляющая компания должна работать при том количестве партнеров, которые у нас сейчас есть, себя окупать. Вот это вообще проблема франшизы, да, потому что чтобы ты не жил на том, что постоянно зависеть от продаж новых. Да. И я не хотела быть в этой зависимости, и, в общем, это правильно, да, чтобы эти направления бизнеса были разные. А в регионах, естественно, меньше выручка, в разы меньше. И чисто экономически для управляющей компании региональные студии, они приносят гораздо меньше прибыли. Вовлечение такое же, если не больше? Вовлечение больше, потому что, приходя в регион, ты с нуля там выстраиваешь преподавательский состав, мы же помогаем преподавателя отбирать. То есть если мы в Питере или Москве открываемся, у нас у вас уже, наверное, база. Да, у нас много очень преподавателей в часе, и мы быстренько набираем. Регион — это всегда новое. То есть там разный маркетинг, там разные потребности у клиентов, хоть это все и в нашей нише, но это отличается. Там надо новую команду создавать. И в регионах каждый раз это интересно, но это больше как развлечение, чем бизнес на данный момент в нашей конкретной модели. Если бы цель была просто продавать франшизы, то, наверное, да, это поле большое.
Моя цель, чтобы вот те студии, которые открываются, они очень хорошо работали и были выгодны, в том числе и для управляющей компании. Ну, рынок в Москве, я так понимаю, и в Петербурге все еще широк для того, чтобы Йоги Рум продолжали развиваться. Ну и плюс, наверное, рядом стоящие спутники, да, города-спутники. Да, в Петербурге поменьше чуть мест осталось, но они тоже появляются, новые районы строятся. Конечно. В Москве очень большое поле, которое можно пахать и пахать на нем. Заключительный вопрос все-таки о том, какой вектор развития для себя на следующие 10 лет, если можно так говорить. Хотя планирование, я понимаю, что сложно, да, в нашей экономической ситуации и в целом, да, в мировой, да, не то чтобы там в нашей стране, а в целом мир нестабилен в этом смысле, но wellness и йога как были, так и будут всегда с нами, и бизнес, который есть 10 лет, может уже, мне кажется, устойчиво, особенно с той позиции, которую ты выбрала для себя, то есть устойчивое развитие бизнеса, не эксперименты, да, постоянные, а какое-то плановое развитие по правилу экономическое, да, там все эти модели, и все это теперь легко оцифровывается и стоит. Что дальше в Йоги Рум? Какие у тебя лично цели или цели команды? Конечно, мы планируем расти в количестве точек, но я думаю, что это будет в таком же виде, в таком же стиле, как это было до этого, такой полномерный рост. Для меня очень важно усилить и развить наш бренд. Это то, вот, что мне сейчас и интересно, кстати, и то, на что хочется направить энергию. Мы открыты к сотрудничеству с сильными партнерами. Мне кажется, что йога по-прежнему продолжает набирать только обороты, быть в тренде, практики здоровья, улучшающие жизнь людей. Поэтому в этом направлении я тоже вижу большие возможности для развития. Питер, Москва, очень интересно устраивать какие-то необычные мероприятия. И фокус на все-таки развитие такой внутренней составляющей бизнеса, он тоже сохранится, потому что очень много изменений. И сейчас я тоже посещаю разные семинары, там, конференции. Я согласна с тем, что сейчас для бизнеса очень важно эффективно работать и использовать максимальное количество всевозможных инструментов и ресурсов для того, чтобы строить и удерживать систему. Уже не время того, когда вот на какой-то волне, там, какой-то рекламной, да, кампании ты мог быстро-быстро все набрать. Очень важно работать хорошо. Чтобы хорошо работать, нужно учиться и много работать. Да. И это тоже будет наш фокус, то есть я это понимаю, мы должны это сохранить. Я до сих пор очень вовлечена в свой бренд, хотя мне говорили, что это должно пройти в какой-то момент. Что я имею в виду, что я там читаю отзывы клиентов, если вдруг что-то плохое, я прям переживаю. То есть у меня есть такое состояние, наверное, это хорошо. Поэтому мне очень хочется, чтобы Йоги Рум это был такой вот образец качества, образец профессионализма, и чтобы больше и больше людей знали, узнавали наш бренд, приходили в наши студии и прикасались, да, вот к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше, улучшить свое здоровье, состояние. Вот, читаю хорошие отзывы, очень часто это вдохновляет, и вот фокус на этом. Здорово. Мне кажется, что wellness в нашей стране переживает сейчас очень хорошие времена. Несмотря на все вокруг, мы ищем все равно спокойствие, мы ищем какое-то место, где мы можем побыть собой. И слава богу, что до всех этих перипетий, там, до 2019 года, wellness уже вошел в какую-то хорошую фазу, уверенную, и поэтому закрепился вместе с нами и будет дальше жить и развиваться. И особенно йога в этом смысле, мне кажется, оплот, вот место, где можно найти себя, почувствовать. И когда еще ты попадаешь в целую экосистему бренда, не только в студию, да, но и в туры, фестивали, можешь развиваться как партнер, то есть это же все звенья одной цепи, то ты попадаешь прямо в настоящее сообщество и развиваешься в нем и становишься вот уже полноценным игроком в каком-то смысле, как партнеры, да, становятся полноценными игроками твоего бренда. Мне так приятно все, что ты говоришь. Говорите.